Как правильно загорать? Кому загар противопоказан? Можно ли причинить себе вред, загорая? На эти и многие другие вопросы ответит нам сегодняшний выпуск. Здравствуйте, мои хорошие! Последние годы так сложилось в нашем обществе, что ровный бронзовый цвет кожи, приобретенный на пляже, считается не только модным, но и полезным. А так ли это на самом деле? Что же представляет из себя загар? С точки зрения физиологии, загар – это защитная реакция организма от солнечного излучения. А главную роль в этом процессе выполняет пигмент меланин, который, помимо защитной функции, еще и определяет цвет нашей кожи, глаз и волос. В случае с загаром меланин отражает и частично поглощает избыточное количество ультрафиолетовых лучей, проникающих в наш организм. В свою очередь, чем чаще мы находимся под солнечными лучами, тем больше меланина образуется. Частички новоиспеченного пигмента скапливаются в клетках кожи около ядер и как бы берут их в кольцо, тем самым защищая молекулы ДНК от повреждения. Именно увеличением количества меланина в клетках кожи и объясняется образование загара. Из сказанного выше закономерно возникает вопрос: если загар – это защитный механизм организма, то тогда, возможно, не стоит долго находиться под солнечными лучами. Чтобы корректно ответить на этот вопрос, давайте немного вспомним школьный курс физики. Ультрафиолетовое излучение, к которому наиболее чувствительна наша кожа, по длине волны разделяют на три группы – длинно-, средне- и коротковолновое. Коротковолновое излучение обладает наиболее разрушительным действием на наши организмы. Однако, к нашему с вами счастью, оно практически полностью блокируется защитным озоновым слоем и не достигает поверхности Земли. А вот длинное и средневолновое излучение в 1992 году признано Международным агентством по исследованию рака потенциально канцерогенным для человека. И все потому, что длинный спектр ультрафиолета может проникать в глубокие слои кожи, вызывая ее преждевременное старение, а средний спектр является основным виновником возникновения солнечных ожогов и злокачественного перерождения клеток. Кроме потери упругости кожи, преждевременного образования морщин и риска развития рака, избыток солнечных лучей может значительно ослабить работу иммунной системы. Также существует довольно большая группа заболеваний, именуемая фотодерматозами, которые могут проявляться как в виде ограниченных воспаленных участков кожи, так и в форме аллергических высыпаний, пузырьков, волдырей, покраснений и так далее. Развиваются фотодерматозы, как правило, при сочетанном воздействии химических веществ и солнечного света на кожу. Под химическими веществами здесь подразумеваются некоторые лекарственные средства, обезболивающие, антибиотики, антисептики, мочегонные и так далее, косметические средства, содержащие кедровое, лимонное, сандаловое и бергамотное масла, и некоторые виды растений – цитрусовый, шиповник, сельдерей. Но, как это ни парадоксально, помимо приносимого вреда, солнечные лучи очень необходимы организму по ряду причин. В первую очередь, это синтез в организме под воздействием ультрафиолета витамина D3, который отвечает за прочность костей и укрепляет иммунную систему. Повышение в крови уровня гормона радости серотонина, обеспечивающего нам отличное настроение в ясный солнечный денек. Ускорение обменных процессов, улучшение кровоснабжения и стимуляция роста соединительной ткани. Ну и, конечно, выраженное бактерицидное действие, благотворно влияющее на течение простудных и кожных заболеваний. Разобравшись со всеми плюсами и минусами загара, можно сделать однозначный вывод. Нам, как жителям страны с превалирующим осенне-зимним периодом, загорать стоит. Однако делать это надо правильно. А, наверное, вы замечали, мои любимые зрители, что каждый человек подвержен загару по-разному. Кому-то загар прилипает быстро, приобретая красивый бронзовый оттенок. А кто-то вообще не может находиться под прямыми лучами солнца, получая ожог кожи уже через 5 минут. А повинен в этом все тот же меланин, вернее его количество. В соответствии с этим фактором ученые поделили всех жителей Земли на 6 групп, отличающихся способностью кожи загорать.
где к первому типу относят людей со светлой кожей, голубыми глазами, светлыми или рыжими волосами. Представителям данной группы загар категорически противопоказан, так как даже кратковременное пребывание на солнце у них вызывает ожог. А вот к шестому типу причислили обладателей черной кожи, которые благодаря своим физиологическим особенностям никогда не обгорают на солнце. Если говорить о жителях России и Центральной Европы, то большинство из них попадают в золотую середину, третью группу, которую занимают темноглазые с каштановыми или темно-русыми волосами и кожей цвета слоновой кости. Относящиеся к этой группе люди хорошо загорают, а ожог кожи рискуют получить только спустя пару часов нахождения под солнцем. Поэтому, идя на пляж, вы в первую очередь не забывайте о чувствительности своей кожи и обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами, выбирая их в соответствии с ее особенностями, которые наносите на кожный покров за 20 минут до приема солнечных ванн. После каждого купания обязательно вновь наносите защитное средство. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов, так как в это время солнечные лучи представляют наибольшую опасность для здоровья. Загорая, старайтесь менять положение через 5-10 минут, подставляя под солнце поочередно каждую сторону вашего тела. Лучше всего принимать солнечные ванны не под прямыми лучами, а в тени. Так вы сможете избежать наиболее вредоносного воздействия от ультрафиолета. Даже если вы загораете под тентом, не забывайте защищать голову и глаза солнцезащитными очками и желательно широкополой шляпой. Не загорайте у самой кромки воды, и особенно в воде. И обязательно обтирайтесь полотенцем сразу после выхода из нее. Девушкам не стоит загорать топлес, так как действие ультрафиолета повышает риск развития мастопатии и других заболеваний молочной железы. Старайтесь не подвергать долгому воздействию солнца родинки. Пейте как можно больше жидкости, до 2-3 литров в пляжный день. Подсказать правильное время загара поможет простой тест. Нажмите пальцем на кожу в районе предплечья. Если, убрав палец, вы увидите яркий отпечаток белого цвета, значит, на сегодня солнечных ванн достаточно. Ну и в завершении разговора давайте назовем тех, кому все-таки противопоказано находиться под солнечными лучами. Абсолютными противопоказаниями для загара являются злокачественные новообразования, туберкулез, заболевания щитовидной железы, язвенная болезнь, гепатит. С осторожностью к загару следует относиться страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным кровяным давлением и дерматитами. Детям до 3 лет, беременным женщинам и пожилым людям находиться под прямыми лучами солнца следует минимальное количество времени, а по возможности и совсем их избегать. Солнце является добрым лекарем, настоящей природной кладовой, которая может снабдить вас здоровьем на весь следующий год. Но не увлекайтесь им чрезмерно, дабы не нанести серьезного вреда своему организму. Заходите в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здоровья вам!